До 65 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Семен Владимиров. Его соперник в синем трико представитель команды Красноярского края Роберт Магасян, мастер спорта России, победитель Республиканского федерального округа. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва имени Саакиева, тренер Таскин Райков. На КТВ до 65 килограммов. Квалификационный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Скамейко, Александр 22 года, кандидат мастера спорта. Призер первенства Республики Саха-Якутия представляет Чуракчинскую государственный институт физической и спорта, тренер Захаров, его соперник в синем трико представитель команды Иркутской области Андрей Захаров, 21 год, кандидат мастера спорта, бронзовый призер первенства Республиканского федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва Тамир, тренер Маршонов, КВП. Преимущество победу одержал Андрей Захаров, Иркутская область. На КВП приглашается на весовой категории до 65 килограммов Владислав Кривошапкин, Владимир Соловятников, представитель Республики Саха-Якутия, КВП.
На табле А победу одержал Роберт Манасян, Красноярский край. На табле приглашаются спортсмены в категории до 65 килограммов Джозеф Селянищев, Александр Иванов, представители команды Республики Саха-Якутия. Седьмой кто? Нет, 20-й. 12-й. На табле весовой категории до 65 килограммов. В квалификационной поединке ведут красный игрок Владислав Кривошапкин. Владислав 24 года, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, является специалистом Северо-Восточного федерального университета, его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Владимир Сырометников. Владимир 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, представляет Чурапчинский институт физической культуры и спорта, тренируется под руководством Сахара. Ковер Б, весовая категория до 65 килограммов. На табле А весовой категории до 65 килограммов поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Джозеф Селянищев. Спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, тренер Макаров Захаров. Его соперник в синем трико Александр Иванов. Александр 21 год, представляет Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кирилловича Амосова, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется под руководством Захарова и Дмитриева. Ковер А, весовая категория 65 килограммов. На табле весовой категории до 65 килограммов поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия Владислав Кривошапкин и Владимир Сырометников.
Александр Иванов, Республика Саха-Якутия. Награда предшествует спортсменской категории до 74 килограммов. Царев Дугашапов, Республика Бурятия. Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. Вот только избор. Сегодня тоже. Все Всем тактическим преимуществом победу одержал Владислав Дугашапов, Республика Саха-Якутия. На категории Б приглашаются Эзик Тулюш, Республика 2, Джамбулат Синов, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. На категории приглашаются Эзик Тулюш, Республика 2, Джамбулат Синов, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. сказать надо. Ковер П. На категории Д приглашается Эзик Тулюш, Республика 2. Ввиду неравности соперников победа присуждается Джамбулату Синову, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. На категории приглашаются спортсмены весовой категории до 74 килограммов. Василий Кириллин, Юлиан Сильвестров, Республика Саха-Якутия. Поединок весовой категории 74 килограмма ведут в красном трио представитель команды Республики Бурятия Царев Дугашапов, Царев 19 лет, кандидат мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия представляет республиканскую спортивную школу олимпийского резерва тренер Внимание. Его соперник в синем трио представитель команды Республики Бурятия 20-летний Анатолий Никитин, кандидат мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Казахстанского государственного олимпийской культуры и спорта, тренер Захаров.
КПМ весовой категории до 74 килограммов поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Василий Кириллин. Василий 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чувашского государственного института физической культуры и спорта, тренер Коряги Захаров. На КПМ доктор. Соперник Василия Кириллина, Юлиан Сильвестров. Юлиану 19 лет, имеет первый спортивный разряд, средний призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренер староста. Через студенческую победу одержал Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия. На КПМ продолжаются процессы весовой категории до 61 килограмма. Кирилл Сафронов, Федоров, представитель команды Республики Саха-Якутия, квалификационный поединок. Весовой категории до 74
64 килограммов. Чистую поединок уже одержал Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. Договор продолжается в своей категории 74 килограммов Эдгар Гулаисов, Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия. На турнире в своей категории до 61 килограмма квалификационный поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Кирилл Сафронов, в синем Федор Пустин. На турнире чистую техническую победу одержал Федор Пустин, Республика Саха-Якутия. На турнире приглашаются Амир Чемзе, Республика Тыва, Саид Хункеров, Республика Дагестан. На турнире приглашаются Амир Чемзе, Республика Тыва, Саид Хункеров, Республика Дагестан. На турнире приглашаются Амир Чемзе, Саид Хункеров. На турнире соперника победы присуждается Саиду Хункерову, Республика Дагестан. На турнире приглашаются борцы в своей категории до 61 килограмма Ярослав Собакин, Григорий Ерегин.
На таблице А весовой категории до 74 килограммов поединок ведут красный Андрюков и Галя Кудаевса. Республика Саха-Якутия, Гара 20 лет, имеет первый спортивный разряд. Серебряный призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Киевина Никанорова. Его соперник в синем тренировке представитель команды Республики Саха-Якутия Николай Сильцев, Николаю 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Амурсова, тренер из старости Сильцев. На таблице А победу одержал Николай Сильцев, Республика Саха-Якутия. Договор утверждается Натхан Налев, Иван Максимов, представитель команды Республики Саха-Якутия. Весовая категория 61 килограмм. На таблице весовой категории до 61 килограмма квалификационный поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Мирослав Собакин, Мирославу 20 лет,
имеет первый спортивный разряд. Призер первенства Республики Саха-Якутия является студентом Чуракчинского института медицинской культуры и спорта, тренируется под руководством Захарова. Его соперник в синем прямой представитель команды Республики Саха Нургул Кириллов. Нургулу 23 года. Кандидат мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, студент Чуракчинского института медицинской культуры и спорта, тренируется под руководством Захарова не ускорил. Ковер Д. На ковре с явным техническим преимуществом победа одержал Нургул Кириллов. Республика Саха-Якутия. На ковре является техническим переигрыванием. Потому что, знаете, иногда человек знает, а написать сложновато. Дальше. Смотрите, у нас вышел дальше что? Мы должны туда ставим. По поводу. После финальной встречи должны быть. Место можно занять. Делаем не я. На ковре А чистую техническую победу одержал Ранхан Игнатьев, Республика Саха-Якутия. На квалификационный поединок весовой категории 65 кг приглашаются Николай Шерков, Республика Саха-Якутия, Максим Шаркоев, Иркутская область. На ковре А
весовой категории до 60 килограмма поединок идут красным трико представитель команды Республики Саха-Якутия Николай Шарков. Николаю 18 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Юрьевича Мусова, тренер Антоев Яков. Его соперник Синенко, представитель команды Иркутской области Максим Шакоев, 18 лет, имеет первый спортивный разряд, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Тамир», тренеры Баракшонов, Бакуев, Жербаев. На КПРА весовой категории до 60 килограммов квалификационный поединок идут в красном трибуне представитель команды Республики Саха Николай Шарков. Его соперник в синем трибуне представитель команды Иркутской области Максим Шаркоев.
Весовой категории до 60 килограмма победу одержал Максим Шаркоев, Иркутская область. На ковер приглашаются Алексей Сухарев, Александр Балуров, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре 10-минутная готовность Дархан Айнарова, Игнатьева, Республика Саха-Якутия, Николая Николаева, Иркутская область. 10-минутная готовность.
61 килограмма поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Алексей Сухарев. Спортсмен 18 лет и первый спортивный разряд, победитель первенства Республики Саха-Якутия, представляет училище колледж Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренируется под руководством Михайлова. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Александр Балуров. Александру 20 лет. Кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства России, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Данилова Якова. Ковер А, весовая категория 61 килограмм. Уважаемые победители вольной борьбы, поприветствуем почетных гостей. Присутствует начальник управления мониторинга результатов работы медицинского обслуживания, антидопингового сопровождения сборных команд России Евгений Геннадьевич Кудрявцев. Президент Федерации спортивной борьбы Забайкальского края Рашима Аджаргалович Матвалотов. На ковре А победу одержал Александр Балуров, Республика Саха-Якутия. На ковре А в одной весовой финала в своей категории до 61 килограмма приглашаются Гаджимагомед Гаджиев, Республика Дагестан, Федор Константинов, Республика Саха-Якутия. Ковер А.
КВБ приглашаются спортсмены весовой категории до 61 килограмма в отборе финала Дархан Геннадьев, Республика Саха-Якутия, Николаев, Иркутская область. Район Ваймет. В весовой категории до 61 килограмма поединок ведут красных трибун представитель команды Республики Дагестан Гаджибагатов Гаджиев. Спортсмену 23 года, кандидат мастера спорта, серебряный призер первенства России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Шамиль Амаров. Его соперник синий представитель команды Республики Саха-Якутия Петр Константинов, мастер спорта России, победитель Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Иванов, Никифоров, ковер А. На КВБ весовой категории до 61 килограмма в одной весовой финала поединок ведут красных трибун представитель команды Республики Саха-Якутия Дархан Геннадьев. Дархан 21 год, кандидат мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Макаров, Захаров, Неустроев. Его соперник в синем трико представитель команды Иркутской области Николаев. Николаев 19 лет, кандидат мастера спорта, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Тамир», тренеры Паракшонов, Павлуев, Жерманин.
dokter. Dokter. Cheers. Atin kamera. Sasha. Atin kamera. Контроля нету, один полсинник, через ring. Победа пришла на Архан Игнатьев, Республика Саха-Якутия. На Таганроге решается процесс до 60-го килограмма подбойного финала. Максим Жанагоев, Русская область, Александр Айвер, Республика Саха-Якутия. На КВА победа держал Таджимагомед Таджиев, Республика Дагестан. На КВА приглашаются процессовые категории до 61 килограмма. В одной весовой финала Валентин Бурдашов, Федор Постников, Республика Саха-Якутия.
килограмма в 1/8 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Иркутской области Максим Шаргоев. Максиму 18 лет, имеет первый спортивный разряд. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Панкин». Тренеры Паракшонов, Куртуев, Жербаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Ардов, Республика Саха-Якутия. Александр Ардов, кандидат мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Мусова, тренеры Яковлев, Капитонов, ковер Б. Категория А, весовой категории до 61 килограмма, в 1/8 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Валентин Бурмашов, кандидат мастера спорта, бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета тренируется под руководством Антоева Павла. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Федор Постников. Федор 26 лет, кандидат мастера спорта, является чемпионом Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренируется под руководством Устроева Захара, ковер А. В данное время весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала с явным техническим преимуществом победу одержал Александр Ардов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма Александр Мануров, Айтал Кромов, представители команды Республики Саха.
ковре А победу одержал Федор Постников, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия, Саид Мунгеров, Республика Дагестан. Поединок идут в красном трико Александр Балуров. Александр 20 лет, кандидат в мастера спорта. Бронзовый призер первенства России, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Данилова Жакова. Его соперник в силе представитель команды Республики Саха-Якутия Айдан Громов. Айдан 18 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чеченского государственного энциклопедического культуры и спорта, тренируется под руководством Макарова Савина, ковер П. На ковре А, весовой категории до 61 килограмма, в 1/8 финала поединок идут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта России, победитель первенства мира и Европы Алексей Копылов. Его соперник в
Синим пятном представители команды Республики Дагестан Саид Хуркеров. Саид 21 год, мастер спорта России, победитель первенства России, представляет спортивную школу олимпийского резерва, тренеры Муса Саид Махаров, Адам Санхи, ковер А. Саша, Благодаря остается чуть больше минуты. Поединок будет в красном крылом 7 голов. Победитель первенства мира и Европы. Розовым синим Саид Хуркеров, представляет Республику Дагестан, является победителем первенства Европы. Ковер А. Счет 2-3. На ковре победу одержал Александр Балуров, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Алексей Данилов, Иркутская область, Ахмед Зубаев, Республика Дагестан. На ковре А победу одержал Саид Хуркеров, Республика Дагестан. На ковре приглашаются Яков Павлов, Иркутская область, Юргутий, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 61 килограммов в 1/8 финала. Ковре А объединяя соперника, победы присуждается Якову Павлову, Оренбургская область.
Драгомира приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. Первый круг. Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. Максим Павлачев, Красноярский край. Договора приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. Максим Павлачев, Красноярский край. В данном время весовой категории до 61 килограмма в одной восьмой финала поединок берут в красном трико представитель команды Иркутской области Алексей Данилов. Алексей 23 года, является мастером спорта России, участник чемпионата Советского федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва на тренеры Шагоров, Барашов. Его соперник представитель команды Республики Дагестан Ахмед Зубаев. Ахмеду 20 лет, мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Республики Дагестан, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Шамиль Алиев, Джамалудин Алиев, КВП. В данное время чистую техническую победу одержал Ахмед Зубаев, Республика Дагестан. На КВР на первый круг весовой категории до 97 килограммов приглашаются Эрик Церанов, Москва, Таня Шишаев, Республика Северная Осетия, Алания.
категории категории 97 килограммов. Первый круг идут красный трикот представитель команды Республики Северная Осетия Тамерлан Аксоев. Тамерлану 21 год, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, является мастером спорта России, победитель первенства России 2019 года, тренеры Арчинов, Дудаев, Арчинов. Его соперник синий представитель команды Красноярского края, параллельный зачет Республика Саха-Якутия Максим Толмачев. Максиму 24 года, мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд, тренеры Белорусский, Иванов, Кайдорова. Бег своей категории 97 килограммов поединок идут. Красный трикот представитель команды Москвы Ерик Тиранов. Ерику 20 лет, кандидат мастера спорта, победитель первенства Республики Северная Осетия Алании, представляет спортивную школу Олимпийского резерва тренер Качи. Его соперник синий трикот представитель команды Республики Северная Осетия Алании Ами Шишаев. Спортсмен 21 год, мастер спорта России, бронзовый призер первенства Европы 2019 года. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва тренеры Шишаев, Кириксаев, Маркиев, КВБ. На весовой категории до 97 килограммов победу одержал Максим Толмачев.
Красноярский край, параллельный зачет Республика Саха-Якутия. На ковера приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Первый круг. Алихан Цоев, Республика Северная Осетия, Алания. Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. Для победы честью техническую победу одержал Тани Джигаев, Республика Северная Осетия, Алания. На победу приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Первый круг, группа А. Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. Джонстан Николаев, Республика Саха-Якутия. Для коврина весовой категории до 92 килограммов. Первый круг ведут в красном трико представитель команды Республики Северная Осетия, Алания Алихан Цоев. Спортсмену 20 лет, кандидат мастера спорта, победитель Республики Северная Осетия, Алания, спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Самаев, Газюков. Его соперник синий представитель команды Республики Саха-Якутия Никита Сафронов. Спортсмен 22 года, кандидат мастера спорта, победитель Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Арсена Кирилловича, тренеры Макаров, Староста, ковер А, весовая категория 92 килограмма.
килограммов. Первый круг в группе А ведут красный трикот Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель Республики Северная Осетия, Алания, представляют спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Арченов, Дунаев, Арченов. Его соперник в синем трикот, представитель команды Республики Саха-Якутия, Джоустан Николаев. Спортсмен 26 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Сивцев, ковер, весовая категория 70 килограммов. На ковре А весовой категории до 92 килограммов. Победу одержал Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. Победил Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Первый круг, группа А. Джулусхан Бабонов, Олег Фанин, представитель команды Республики Саха-Якутия. Победу одержал Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер приглашается Георгий Сетинаев, Московская область. На ковер приглашается Георгий Сетинаев, Московская область. На ковре Б соперника победы присуждается Георгию Сетинаеву, Московская область.
категории Б приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. Андрей Лисаев, Москва, Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. Категория Б, первый круг, группа Б. На категорию Б приглашаются спортсмены в супертяжелом весе до 125 килограммов. Андрей Лисаев, Москва, Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. Первый круг, группа Б. Şey 93 de varıydı. На категории А чемпион Олимпийского победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. На категорию приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. Тамерлан Курышев, родина Кавказская Республика, Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. Первый круг, группа А.
тяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут в красном трико Андрей Бескаев, Москва, Паралимпийская республика Северная Осетия, Алания, спортсмен 19 лет, мастер спорта России, победитель первенства Европы 2019 года, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Лечиев, Джилуев, Какуев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Никита Хабаров. Никите 22 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Некрасов, Иванов, ковер Б. В это время в супертяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут в красном трико 23-летний Тамерлан Кукшев, гражданин Болгарская республика, кандидат в мастера спорта, победитель Северокавказского федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Парамонов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Миронов. Андрею 23 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Сивцев, ковер А. В это время в весовой категории до 125 килограммов победу одержал Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. На табле Б начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Виталий Ефремов, Стив Попов, представитель команды Республики Саха-Якутия.
disiplin ya. Oh, konsistensi. Hah? Ya, anak berarti ya. Kalau top. Laga BA весовой категории до 125 килограммов победу одержал Тамерлан Кубушев, Кабардино-Балкарская республика. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов Иван Хлопков, Эдуард Максимов, представители команды Республики Саха-Якутия. На табле П весовой категории вес 59 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Виталий Ефремов. Виталию 18 лет, кандидат в мастера спорта, является призером первенства Республики Саха-Якутия, студент Журавчинского института физической культуры и спорта, тренер Захаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Стив Попов. Стиву 23 года. Представляет Журавчинский институт физкультуры и спорта, кандидат в мастера спорта, победитель чемпионата Республики Саха-Якутия, тренер Неустроев Макаров, ковер П.
89 килограммов победу одержал Стив Попов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия, Салман Джемуев, Москва. Весовая категория 79 килограммов в 1/4 финала. На ковре А в супертяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Иван Охлопков. Спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Сельцева. Его соперник в синем трико Эдуард Максимов. Спортсмену 21 год. Эдуард Максимов, кандидат в мастера спорта, победитель Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, Ленин Уваров. На ковер Б приглашается Салман Джемуев, Москва. На ковре А весовой категории до 125 килограммов победу одержал Эдуард Максимов, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории 79 килограммов. Приглашаются Алик Баткиев, Москва, Дмитрий Зайнетдинов, Красноярский край.
победу свою категории до 79 килограммов поединок красного трибуна представитель команды Республики Саха-Якутия Андриан Немский. Мастер спорта России, серебряный призер первенства Центрального федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Носова, тренер Синцев. Его соперник Синий, представитель команды Москвы Саламат Джуоев. Саламату 21 год, кандидат в мастера спорта, участник первенства России, вторая спортивная школа Олимпийского резерва, тренеры Джуоев, Ладно, ковер. Если он говорит, если ты хочешь нет, это что было? Это что было? Ты руку не поднял, значит, Это вовремя надо в чем-то. да, то есть время идет, я руку поднял, и то время считается уже. Да. Это то, что я не знаю, не арбитр. Поднял, а потом время, потом поднимает руку. Понятно, что уже не считается. На борьбе акциевой категории до 79 килограммов поединок в 1/4 финала ведут в красном трибуне представитель команды Москвы, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания Алим Такиев. Спортсмен 18 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Северная Осетия Алания, возглавляет спортивную школу Олимпийского резерва тренера Белов. Его соперник синий трибун представитель команды Красноярского края Дмитрий Зайнетдинов. Спортсмен 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Кубка России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва по водной борьбе, тренеры Овчинников, Кудрявцев, Лыков, ковер А. На ковре Б весовой категории до 79 килограммов победу одержал Саламат Джуоев, Москва, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания, ковер Б. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала Виталий Шадрин, Александр Иванов, представитель команды Республики Саха-Якутия.
категории А весовой категории до 79 килограммов победу одержал Дмитрий Зайнегинов, Красноярский край. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов, представители команды Республики Саха-Якутия Ренат Чешегонов, Айсен Потапов. На КББ весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в Красном Берегу Виталий Шадрин, спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренеры старости Кривошапки. Его соперник синий трико Александр Иванов. Александру 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета, тренеры Захаров Дмитрий. Время весовой категории до 79 килограммов в 1/4 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в Красном Берегу Ренат Чешегонов, Ренату 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета,
тренеры Киев, Витаров, Иванов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Айсен Агапов. Айсену 24 года, мастер спорта России, победитель Республики Восточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Захаров Константинов Крылов, ковер А. На КВБ победу одержал Александр Иванов, Республика Саха-Якутия. На КВБ приглашаются представители команды Республики Саха-Якутия Владислав Кривошапкин, Федор Парников. На ковре А чистую победу одержал Айсен Агапов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала. Булат П.С. Малонов, Республика Бурятия, Роберт Манасян, Красноярский край.
Например, весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия «Красный трико» Владислав Кривошапкин, спортсмен 24 года, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Юрьевича Амосова, тренер Неустроев, соперник синий трико Петр Парников. Петру 22 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Константинов. На ковре А весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Булат Баяскалонов. Булату 24 года, мастер спорта России, победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа, бронзовый призер первенства России, представляет Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Базаров, Максанов. Соперник синий трико, представитель команды Красноярского края Роберт Манасян. Роберту 24 года, мастер спорта России, победитель чемпион Сибирского федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва имени Сахиева, тренеры Таски, Райна.
КВБ весовой категории до 65 килограммов победу одержал Владислав Кривошапкин, Республика Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 65 килограммов победу одержал Булат Паисфалонов, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Андрей Тапхаров, Иркутская область, Джамбулат Кизинов, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов в 1/4 финала Николай Гонзаленко, Красноярский край, Алман Авакумов, Республика Саха-Якутия.
ВГ весовой категории до 74 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Красноярского края Николай Донцаренко. Мастер спорта России, спортсмен 23 года, победитель всероссийских соревнований, представляет спортивную школу Олимпийского резерва города Назарова, тренер Донцаренко. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Албан Авакумов. Албану 22 года. Кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Дмитриев Макаров. На ВГ весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Иркутской области Андрей Тапхаров. Андрей 21 год, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Тамир», тренер Баракшонов. Соперник Андрея Тапхарова, представитель команды финансистов автономного округа Югры Жамбулат Кисинов. Жамбулату 18 лет, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийского турнира, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Закоев Плиев. ВГ весовой категории до 74 килограммов победу одержал Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия, Александр Балтуев, Иркутская область. А потом как ко мне ровно.
Помедленнее. Оценка 4 балла Сидику. Челлендж проигран. И балл Сидику. На КВБ победу одержал Александр Болтуев, Иркутская область. На КВБ приглашается Тамерлан Кацоев, Иркутская область. На КВБ приглашается Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер Б приглашается Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б на ковре Б ввиду неявки травмы соперника победы присуждается Тамерлану Кацоеву, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре А победу одержал Джамбулат Кизинов, Атлантический автономный округ Югра. На ковер А приглашаются Максим Толмачев, Красноярский край, и Церанов, Москва, весовая категория до 97 килограммов. На ковер Б приглашаются Сафрон Сафронов, Республика Северная Саха-Якутия, Алихан Цоев, Республика Северная Осетия, Алания. Весовая категория 92 килограмма. На ковер А приглашаются Максим Толмачев, Красноярский край. На ковре Б весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Сафрон Сафронов,
Сафрону 25 лет, кандидат мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, тренер Федоров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Северная Осетия Алании Алихан Цоев. Алихану 20 лет, кандидат мастера спорта, победитель первенства Республики Северная Осетия Алании, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Самаев, Казюмов. На категории А, весовой категории до 97 килограммов поединок идут в красном трико представитель команды Красноярского края, параллельно изучен Республика Саха-Якутия, Максим Толмачев. Максиму 24 года, мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд, тренеры Белоковский, Иванов, Карамчаков. Его соперник в синем трико, представитель команды Москвы, параллельный зачетник Республика Северная Осетия Алания, Эрик Дзеранов. Эрику 20 лет, кандидат мастера спорта, победитель первенства Республики Северная Осетия Алании, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Кочиев.
На ковре А весовой категории до 97 килограммов победу одержал Максим Толмачев, Красноярский край, параллельный зачет Республика Саха-Якутия. На ковера приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Второй круг, группа А. Заурбек Кутулов, Республика Северная Осетия, Алания. Джурускан Тодонов, Республика Саха-Якутия. Ковер Б. Оценка 2 балла красному. Челлендж проигран. Еще 1 балл красному. На ковре чисто техническую победу одержал Сафронов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Второй круг, группа А. Джоустан Николаев, Олег Хамид, представитель команды Республики Саха-Якутия. День носильщики.
категории А, весовой категории до 70 килограммов. Второй круг ведут в красном трико представитель команды Республики Северная Осетия Алания Залубек Бегулов. Спортсмен 23 года, кандидат мастера спорта, чемпион Республики Северная Осетия Алания, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Арченов Дудай Арченов. На ковре Б чистую техническую победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов, группа А, второй круг. Дэвид Кадисов, Республика Северная Осетия Алания, Тамерлан Кубышев, Кабардино-Балкарская республика. На ковре А соперник Заурбека Богудова Джулусхан Платонов. Джулусхану 23 года, кандидат мастера спорта, серебряный призер первенства Центрального федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Ломоносова, тренер Игнатьев Сафронов. На ковре А весовой категории до 70 килограммов победу одержал Заурбек Богулов, Республика Северная Осетия Алания. На ковер Б приглашаются Сергей Ефимов, Иркутская область, Георгий Секинаев, Московская область. Весовая категория 70 килограммов, второй круг, группа Б.
Fabrizio Torres. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Георгий Секинаев, Московская область. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов, второй круг, группа Б. Андрей Бестаев, Москва, Иван Охлопков, Республика Саха-Якутия. Уважаемые любители вольной борьбы, поприветствуем почетных гостей. Принимают участие на соревнованиях глава муниципального образования Намский УВУЗ район Юрий Иннокентьевич Лепсов. Председатель Совета депутатов муниципального образования Намский УВУЗ район Алексей Иванович Винокуров. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Северная Осетия Алании Дэвид Камисов. Спортсмену 18 лет, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Техов, Лалиев. Его соперник в синем трико, представитель команды Кабардино-Балкарской республики Тамерлан Кубышев. Тамерлану 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель Северокавказского федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Барагунов.
На ковре А в супертяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Москвы, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания Андрей Бестаев. Андрею 19 лет, мастер спорта России, победитель первенства Европы 2019 года, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Качиев, Джиоев, Какуев. Соперник Андрея Бестаева в синем трико Иван Охлопков, Республика Саха-Якутия. Ивану Охлопкову 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Аммосова, тренер Сивцев. На ковре А чистую техническую победу одержал Андрей Бестаев. Москва, параллельный зачет, Республика Северная Осетия Алания. На ковре Б победу одержал Дэвид Канисов, Республика Северная Осетия Алания. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов в 1/4 финала. Сайфулла Алибатлатов, Дагестан, Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются на второй круг группа Б весовой категории до 125 килограммов Никита Хабаров, Эдуард Максимов, представители команды Республики Саха-Якутия.
На ковре А чистую техническую победу одержал Сайфулла Алиболатов, Республика Дагестан. На ковер А приглашается Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 74 килограмма. На ковер А приглашается Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия. Ввиду неявки соперника на ковре А победа присуждается Николаю Сивцеву, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия, Юрий Анисимов, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 57 килограммов в 1/4 финала. На ковер А приглашаются Жаргал Баяндуев, Бурятия, Юрий Анисимов, Республика Саха. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Никита Хабаров. Никите 22 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Некрасов, Иванов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Эдуард Максимов. Эдуарду 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Уваров.
ковре Б в супертяжелом весе до 125 килограммов победу одержал Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Любомир Ашеин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б ввиду неявки соперника победа присуждается Любомиру Ашеину, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала Джолустан Федотов, Аял Белолюбский, Республика Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 57 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Жаргал Баяндуев. Жаргалу 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Нима Нимаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Юрий Анисимов. Юрию 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренеры Константинов, Прохоров. Ковер А. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Иван Степанов, Валерий Андросов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Джолустан Федотов,
Джулустану 24 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Посельский, Захаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха, Аял Белолюбский. Аялу 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Капитонов, Яковлев, Белолюбский. Ковер Б. На ковре Б победу одержал Аял Белолюбский, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Максим Толмачев, Красноярский край. Параллельный зачет Республика Саха-Якутия. Ввиду травмы соперника победа присуждается Максиму Толмачеву, Красноярский край. Параллельный зачет Республика Саха-Якутия.
На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Джулустан Николаев, Джулускан Тотонов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Иван Степанов. Ивану 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Амосова, тренеры Сивцев. Соперник Ивана Степанова Валерий Андросов. Валерий 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренер Сивцев. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Иван Степанов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. Третий круг. Тамик Джикаев, Республика Северная Осетия-Алания. Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия-Алания. На ковре Б
весовой категории до 70 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Джулустан Николаев. Джулустану 26 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Сивцев. Соперник Джулустана Николаева Джулускан Платонов, Республика Саха-Якутия. Джулускану 23 года, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства Центрального федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренеры Игнатьев, Сафронов. На ковре Б победу одержал Джулускан Тотонов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов Андрей Аронов, Республика Саха, Дэвид Канисов, Республика Северная Осетия, Алания. Ковер Б. На ковре А весовой категории до 97 килограммов поединок ведут представители команды Республики Северная Осетия Алании. В красном трико Тамик Джикаев, спортсмен 21 год, мастер спорта России, бронзовый призер первенства Европы 2019 года, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Дзукаев, Келексаев, Маркиев. Его соперник в синем трико Тамерлан Кацоев. Тамерлану 22 года, мастер спорта России, победитель первенства России 2019 года, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Арчетов, Дудаев, Арчетов. Ковер А.
категории А, весовой категории до 97 килограммов, победу одержал Тамик Джикаев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов, третий круг, группа А. Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания, Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Аронов. Андрею 23 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Северная Осетия Алании Дэвид Кабисов. Спортсмену 18 лет. Кандидат в мастера спорта, победитель первенства России, серебряный призер первенства России 2019 года. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва. Тренеры Техов, Лалиев. Ковер Б. На ковре А поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Северная Осетия Алании Заурбек Бугулов. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, чемпион Республики Северная Осетия Алании, тренеры Арчегов, Дудаев, Арчегов. Соперник Заурбека Бугулова Олег Фомин.
Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства Республики Саха-Якутия, тренеры Посельский, Сивцев, ковер А. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов в супертяжелом весе победу одержал Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б, на третий круг, группа Б, приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. Никита Хабаров, Иван Охлопков, представители команды Республики Саха-Якутия. Дэвид Кабисов, просим освободить борцовский ковер. На ковре А счет 8-7, остается 21 секунда.
На ковре А в весовой категории до 70 килограммов победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Сергей Якимов, Иркутская область. На ковер А приглашается Сергей Якимов, Иркутская область. На ковре А ввиду неявки соперника победа присуждается Сергею Якимову, Иркутская область. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов на третий круг, группа Б. Андрей Бестаев, Москва, Эдуард Максимов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Никита Хабаров. Никите 22 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Некрасов, Иванов. Соперник Никиты Хабарова Иван Охлопков в синем трико. Спортсмен 21 год. Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренер Сивцев, ковер Б. На ковре Б в весовой категории до 125 килограммов победу одержал Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Борис Гаврилев, Республика Саха-Якутия. На ковре Б ввиду неявки соперника победа присуждается Борису Гаврилеву, Республика Саха-Якутия.
На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов. Максим Судаков, Забайкальский край, Арслан Багаев, Москва. На ковре А чистую техническую победу одержал Андрей Бестаев, Москва. На ковер А приглашаются Магомед Наби Магомедов, Республика Дагестан, Сасо Тараян, Хабаровский край. На ковер Б приглашаются Максим Судаков, Забайкальский край, Арслан Багаев, Москва. Нет, там сейчас. На ковре А победу одержал Магомед Наби Магомедов, Республика Дагестан. Чистая техническая победа. На ковер А приглашается Алексей Евдокимов, Иркутская область. На ковер А приглашается Алексей Евдокимов, Иркутская область. На ковре А, ввиду неявки соперника, победа присуждается Алексею Евдокимову, Иркутская область. На ковер А приглашаются Гаджимагомед Гаджиев, Республика Дагестан, Дархан Игнатьев, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 61 килограммов в 1/4 финала.
На ковре Б весовой категории до 86 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Максим Судаков, Забайкальский край, параллельный зачет Республика Бурятия. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, представляет Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Аюша Датинджапов, Мунко Мункажаркалов. Соперник Максима Судакова Арслан Багаев, Москва. Параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания. Спортсмену 19 лет, мастер спорта России. Серебряный призер первенства России представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Наниев, Тухнов, Албор. Ковер Б. На ковре Б победу одержал Арслан Багаев, Москва. Параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания. На ковер Б приглашаются представители команды Республики Саха-Якутия Федор Постников, Александр Авилов. В 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. На ковре А весовой категории до 61 килограмма поединок в 1/4 финала ведут в красном трико Гаджимагомед Гаджиев, Республика Дагестан. Спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Шамиль Амаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Дархан Игнатьев. Дархану 21 год.
Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Макаров, Захаров, Неустроев. Ковер А. На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Гаджимагомед Гаджиев, Республика Дагестан. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала Саид Хункеров, Республика Дагестан, Александр Балуров, Республика Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Федор Постников, в синем Александр Авилов. Ковер Б.
На ковре А весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Дагестан, воспитанник школы Сайтиева Саид Хункеров, мастер спорта России, победитель первенства России, воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва Сайтиева, тренеры Муса Сайдулбаталов, Адам Сайтиев. Его соперник в синем трико Александр Балуров представляет Республику Саха-Якутия. Спортсмену 20 лет. Кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства России, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренеры Данилов, Яковлев. На ковре Б победу одержал Александр Авелов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала Яков Павлов, Оренбургская область, Ахмед Зубайров, Республика Дагестан.
ковре А в весовой категории до 61 килограмма победу одержал Саид Функеров, Республика Дагестан, воспитанник школы Сайкиева. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. Четвертый круг. Эрик Дзеранов, Москва. Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды Оренбургской области Яков Павлов. Якову 24 года, кандидат в мастера спорта, чемпион Привольского федерального округа, тренер Виктор Волохин. Соперник Якова Ахмед Зубайров, Республика Дагестан. Спортсмену 20 лет, мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Республики Дагестан, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Шамиль Алиев, Джалалудин Алиев. Ковер Б. На ковре А
весовой категории до 97 килограммов. Четвертый круг ведут в красном трико Эрик Дзиранов, Москва. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Северная Осетия Алании Тамерлан Кацуев, ковер А. Челлендж КВП, оценка 4 балла красному, челлендж тренинг. Иерусалим Аббасов. На ковре Б. На ковре Б победу одержал Яков Павлов, Оренбургская область. На ковер Б приглашается Тамик Джикаев, Республика Северная Осетия Алания. На ковре Б ввиду травмы соперника победа присуждается Тамику Джикаеву, Республика Северная Осетия Алания. И на ковре Б объявляется перерыв. Уважаемые любители вольной борьбы, через некоторое время начнется торжественная церемония открытия соревнований. После данного поединка состоится торжественная церемония открытия всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России,
народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Петра Петровича Юмшанова. Данные соревнования проходят 5-й раз. На малой родине Петра Петровича проводится впервые. Майор А. Оценка 1 по красному. Челлендж выигран. Челлендж возвращается. На ковре А весовой категории до 97 килограммов победу одержал Тамерлан Кацоев, Республика Северная Осетия, Алания. Уважаемые любители вольной борьбы, через несколько минут начнется торжественная церемония открытия соревнований. Раз. Участники культурной программы, пожалуйста, в зал. Участники культурной программы, пожалуйста, в зал.
Внимание! Начинаем торжественное открытие всероссийских соревнований по вольной борьбе среди мужчин на призы заслуженного мастера спорта Российской Федерации, заслуженного тренера Российской Федерации, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петра Петровича Юмшанова, посвященная 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства, столетию образования Якутской АССР и 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова. Мы рады приветствовать вас на благодатной долине Энсели, малой родине выдающихся сынов Якутии Максима Амосова и Ильи Винокурова. В торжественной церемонии открытия всероссийских соревнованиях по вольной борьбе принимают участие заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петр Петрович Юмшанов. Глава муниципального образования Намский Улус Юрий Иннокентьевич Слепцов. Министр спорта Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов. Руководитель Департамента местного самоуправления Республики Саха-Якутия Иван Романович Попов. Председатель судейской коллегии Федерации спортивной борьбы России Станислав Владимирович Машков. Старший тренер Государственного автономного учреждения Центр спортивной подготовки Брянской области, мастер спорта России, судья олимпийской категории Алексей Николаевич Базулин. Главный судья соревнований Вячеслав Александрович Кривошапкин. Главный секретарь соревнований Артур Фаитович Хузнутдинов. Начальник управления мониторинга результатов углубленного медицинского обследования и антидопингового сопровождения Федерального государственного бюджетного учреждения Центра спортивной подготовки сборных команд России Евгений Геннадьевич Кудрявцев. Вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Жамсо Жалсанович Алхамажапов. Президент Федерации спортивной борьбы Забайкальского края Дашенима Батажаргалович Батаболотов. Представители Федерации, главы муниципальных образований Намского улуса, общественность Намского улуса. Начинаем торжественный парад участников всероссийских соревнований по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петра Петровича Юмшанова. Парад открывает команда Республики Бурятия. Встречаем команду Республики Дагестан. Встречаем команду Забайкальского края. Встречаем команду Иркутской области.
Встречаем команду Кабардино-Балкарской республики. Встречаем команду Красноярского края. Встречаем команду города Москва. Встречаем команду Московской области. Встречаем команду Оренбургской области. Встречаем команду Республики Северной Осетии Алании. Встречаем команду Смоленской области. Встречаем команду Республики Тыва. Встречаем команду Хабаровского края. Встречаем команду Ханты-Мансийского автономного округа. Встречаем команду Республики Саха-Якутия. Во всероссийских соревнованиях по вольной борьбе принимают участие 96 спортсменов из 15 регионов Российской Федерации. Слово для приветствия предоставляется главе муниципального образования Намский Улус Юрию Иннокентьевичу Слепцову. Добрый день, уважаемый Петр Петрович, уважаемые гости, земляки. От всей души поздравляю вас с началом долгожданного соревнования. Мы эти соревнования планировали 2 года назад, но пандемия нам помешала провести это соревнование год 50-летия нашего земляка Петра Петровича. Мы очень рады, что наконец-то в этом году соревнования проходят на нашей земле, на родине Петра Петровича, в благодатной долине Аксели, Намском районе. Всероссийские соревнования на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, народного депутата Государственного собрания Республики Саха-Якутия и Тюмень Петра Петровича Юмшанова считаю открытым.
Для вручения именного подарка от жителей Намского улуса приглашается заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Петр Петрович Юмшанов. Для уважаемого Петра Петровича от имени жителей Намского улуса глава муниципального образования Намский улус Юрий Иннокентьевич Слепцов преподносит якутский национальный костюм, сшитый мастерицами нашего улуса. Национальный костюм вносят Борис Прокопьевич Егоров, первый тренер Петра Юмшанова, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия. Тренер Петра Юмшанова, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, лауреат государственной премии имени Дмитрия Петровича Коркина Будимир Григорьевич Яковлев. Слово предоставляется заслуженному мастеру спорта России, заслуженному тренеру России, народному депутату Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Петру Петровичу Юмшанову. Дорогие земляки, хочу поблагодарить вас за ваше внимание и за почтение. С волнением что вы помогли организовать соревнования здесь и посмотрели ведущих спортсменов страны, которые приехали, несмотря на нашу солнечную Якутию. И пусть победит сильнейший в этих соревнованиях. И еще хочу пару слов сказать о своих. Недавно у меня, моего тренера, был юбилей, и мы хотим вручить ему от учеников скромный наш подарок. Борису Прокопьевичу недавно исполнилось 65 лет. И им вручается тоже национальный наш костюм. Это экипировка сборной команды России. Первый тренер Петра Юмшанова, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия Борис Прокопьевич Егоров.
Дорогие друзья, разрешите зачитать приветственные телеграммы. Уважаемые друзья, приветствую участников, судей и гостей всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России Петра Петровича Юмшанова. Приз Юмшанова – возможность молодым и перспективным атлетам проверить свои силы в схватках с признанными мастерами ковра, лучше подготовиться к официальным стартам. Желаю участникам веры в свои силы и побед, зрителям ярких впечатлений. Сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин. Уважаемый Юрий Иннокентьевич, от имени Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, от себя лично поздравляю вас, спортсменов, организаторов, с открытием всероссийских соревнований по спортивной вольной борьбе среди мужчин на призы заслуженного мастера России, народного депутата Республики Саха-Якутия Петра Петровича Юмшанова, гордости нашего якутского спорта. Хочу пожелать всем участникам соревнований высоких спортивных достижений на российских и международных соревнованиях. Вы пример для всех, гордость и слава нашей Родины России. Желаю вам здоровья, сильной воли и ярких побед на борцовских рингах. С уважением, председатель Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Алексей Еремеев. Уважаемые участники, судьи и гости всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России Петра Петровича Юмшанова. Турнир на призы Петра Юмшанова является отличной возможностью для участников показать свое мастерство на ковре. Желаю участникам побед в зрелищных и красивых схватках, а болельщикам ярких впечатлений. С уважением, двукратный победитель Олимпийских игр, президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации Федерация спортивной борьбы Республики Северная Осетия Алания Махарбек Хадарцев. Уважаемые друзья, Федерация спортивной борьбы Республики Дагестан приветствует участников, гостей и организаторов всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы мастера спорта России, заслуженного тренера России Петра Петровича Юмшанова. Уверены, соревнования пройдут на достойном организационном уровне и порадуют зрителей интересными поединками. Желаем участников турнира новых побед и хорошего настроения. Президент Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан Гайдар Гайдаров.
Былыргы жыллары былжақтақ, былырия бараман мындатығыр, ұрыққы жыллар сұлақ варғаларығыр, әрнігедегі жыллар үлбістәқ ирәне қаңардырығыр, үс сақа өс күйлігіне, бес сақа бейхилігіне, суы арығырын айғыстан тұрар ағыс иләқ сағалақ, атанна мәңөнне қайғыр сөлік бәйләқ, ане дойду ананан айылы бұта бітеге. Вас поздравили хомусисты Сахая Колодезникова, Мария Аргунова, Геннадий Игнатьев и этнофольклорный ансамбль «Джулусхан», учащихся Намской улусной гимназии имени Николая Охлопкова, руководитель Нюргуяна Сивцева.
Слово предоставляется министру спорта Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Удоктабуллах Юрий Никентьевич, Петр Петрович, күнді өлжеттар, спорты сәңәрәтчілер, спортсменнар, барагетін бұ бейге бір самай үтіктер кейбетін Петр Петрович атынан, бүтін Россиятағы турнир ағылы бұтынан, физика культура на спорт министерствотын атыптан, этетик істерінек ағдалербін көңілден. Уважаемый Юрий Иннокентьевич, Петр Петрович, уважаемые наши любители спорта, наши уважаемые гости, спортсмены, всех поздравляю с открытием всероссийского турнира на призы Петра Петровича Юмшанова. И мы очень гордимся, что сегодня мы проводим этот турнир. Как вы знаете, в этом году Республика Саха-Якутия отмечает столетие образования Якутской автономной социалистической республики и 125-летие Максима Кировича Амосова. Мы в этом году к этим знаменательным датам провели масштабные спортивные мероприятия, такие как международный турнир Романа Михайловича Дмитриева, чемпионат мира по масс-рейсингу, также спортивные игры народов Республики Саха-Якутия в селе Барагонцы. Всероссийские турниры по настольным играм ГО и наш знаменитый турнир, международный турнир Дмитрия Петровича Коркина. Также вот сегодня мы проводим всероссийский турнир нашего уважаемого Петра Петровича. И в рамках этого турнира мы провели судейский семинар благодаря нашим гостям и семинар тоже по антидопинговой работе. Поэтому этот турнир не только соревнования, этот турнир, в рамках этого турнира провели такие вот хорошие семинары. Поэтому давайте еще раз поблагодарим наших гостей, которые сегодня приехали, приняли участие на этом турнире. Поблагодарим наших спортсменов, которые показывают на ковре свое мастерство. И поблагодарим Юрия Иннокентьевича и нашего уважаемого Петра Петровича за то, что сегодня организовали нам такой хороший праздник, праздник борьбы. Спасибо, всем удачи! Слово предоставляется руководителю Департамента местного самоуправления Республики Саха-Якутия Ивану Романовичу Попову. Добрый день. Үтөкүннен Тыктабуллах бидойлахтырым, Тыктабулла Юрий Никентьевич, Петр Петрович, Ингралзалжиттар. Добрый день, уважаемые жители, земляки Намского района, уважаемые участники, почетные гости и, конечно, наши уважаемые ветераны спорта. От имени главы Республики Саха-Якутия Алексея Сергеевича Николаева, от имени администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия, от имени Департамента по местному самоуправлению, от себя лично поздравляю сегодня вот с открытием нашего праздника, праздника борьбы, праздника спорта на благодатной земле долины Энгсели. Особо сегодня я хотел бы поблагодарить наших гостей, то, что они приехали из разных уголков нашей великой страны, из 15 регионов, около 100, как раз знаково к столетию нашей республики, 100 участников со всех, во многих регионов нашей Родины приехали сегодня на наше соревнование. Сегодня я хотел еще вот обратиться с тем, что нашим вот гостям, нашим участникам, борцам, то, что
долина Энгсели, ну, народ, который не знает своей истории, такого народа нет будущего, говорят мудрецы. Ну и история нашей родины, да, нашего Улуса включается в том, что заключается именно вот на истоках основания Республики Саха-Якутия стояли наши земляки, сыны якутского, великие сыны якутского народа, выдающиеся государственные политические деятели Максим Кириллович Мосов, Илья Гурович Винокуров. 125-летие Максима Кирилловича мы отмечаем в этом году. Вот идет год к завершению, и вот самым завершающим этапом стало это наше соревнование, всероссийский турнир на призы заслуженного мастера Российской Федерации, заслуженного тренера Российской Федерации, народного депутата Государственного собрания Илтимен Петра Петровича Юмшанова. Но этот день мы хотим именно поблагодарить всех гостей, всех организаторов. Ну и хотели бы пожелать Петру Петровичу еще дальнейших успехов, еще великих достижений и свершений. И всем спортсменам пусть победит сильнейший. Я хочу вручить приветственный адрес, благодарственное письмо руководителя администрации Михаилу Георгию Николаевичу, Петру Петровичу. Слово предоставляется председателю судейской коллегии Федерации спортивной борьбы России Станиславу Владимировичу Машкову. Уважаемые гости, уважаемые участники, я хотел бы поблагодарить Оргкомитет соревнований, Министерство спорта Республики Саха-Якутия и лично Петра Петровича Юмшанова за огромную работу по подготовке и организации этих соревнований. Условия, которые созданы для участников и зрителей, соответствуют статусу соревнований самого высокого ранга. И хотел бы от себя лично пожелать спортсменам удачи и побед, а зрителям красивой и зрелищной борьбы. Спасибо. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия, краса и гордость России ты всей, тебя раздольней нет и щедрей. Далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. В горниле победы сегодня как старь, опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы и пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы и пламя, поднимаем России знамя. Пусть время нас бурным потоком несет, за нами Россия, за нами народ. Традиции святы и тысячи лет, продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, их снова Отечество
торжественная церемония открытия всероссийских соревнований по вольной борьбе среди мужчин на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, начальника отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петра Петровича Юмшанова, посвященная 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства, столетию образования Якутской АССР и 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова завершается. Желаем нашим судьям и спортсменам плодотворной работы и честной борьбы за победу. До новых встреч!
Еще раз добрый вечер, уважаемые любители вольной борьбы, жители и гости Намского улуса. По двум коврам начнутся полуфинальные поединки всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Петра Петровича Юмшанова, которые проводятся 5-й раз. И впервые сегодня на благодатной Намской земле проводится на малой родине Петра Петровича Юмшанова. И организаторы считают, что это очень символично, и мы через несколько мгновений начнем полуфинальные поединки. Главный судья соревнований, судья всероссийской категории Вячеслав Александрович Кривошапкин, город Якутск. Главный секретарь, судья всероссийской категории Артур Фаитович Хузнуддинов, город Хабаровск. Также принимают участие инструкторы Всероссийского семинара по спортивной борьбе в городе, которые проходят в городе Якутске и в селе Намсы. Председатель судейской коллегии спортивной борьбы России Станислав Владимирович Машков, судья олимпийской категории, город Москва, а также принимают участие судья олимпийской категории Алексей Николаевич Базулин, город Брянск. Итак, на ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Дмитрий Зайнединов, Красноярский край, Стив Попов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Айсен Потапов, Республика Саха-Якутия, Саламат Джиоев, Москва. Итак, на ковре А весовой категории до 79 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Красноярского края Дмитрий Зайнединов. Дмитрию 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Кубка России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва по вольной борьбе, тренеры Овчинников, Кудрявцев, Лыков. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Стив Попов. Стиву 23 года, кандидат мастера спорта, чемпион Республики Саха-Якутия, студент Чурапчинского Государственного института физической культуры и спорта, тренеры Неустроев, Макаров. Ковер А, полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов.
На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Айсен Потапов. Айсену 24 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренеры Захаров, Константинов, Крылов. Его соперник в синем трико, представитель команды Москвы, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания, Саламат Джиоев. Саламату 21 год, кандидат в мастера спорта, участник первенства России 2019 года, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Лалиев, Джиоев, Лалиев. Ковер Б. На ковре А полуфинальный поединок. В красном трико Дмитрий Зайнединов, в синем Стив Попов. Счет 3-0 в пользу Дмитрия Зайнединова. Красноярский край. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Айсен Потапов. В синем Саламат Джиоев. Счет 1-0 в пользу Айсена Потапова. Полуфинал.
На ковре А чистую техническую победу одержал Дмитрий Зайнединов, Красноярский край. И выходит в финал. На ковре Б в весовой категории до 79 килограммов победу одержал Саламат Джиоев, Москва, Республика Северная Осетия, Алания. И будет завтра бороться за первое место с Дмитрием Зайнединовым. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. Полуфинальный поединок. Булат Баясхалонов, Республика Бурятия, Александр Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Джамбулат Кизинов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Владислав Кривошапкин, Республика Саха-Якутия. Полуфинал, весовая категория до 65 килограммов. На ковре А в весе до 65 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Булат Баясхалонов. Булату 24 года, мастер спорта России, чемпион Дальневосточного федерального округа, бронзовый призер первенства России. Тренируется под руководством Базарова, Максарова. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Иванов. Александру 21 год, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренеры Захаров, Дмитриев. На ковре Б в весовой категории до 65 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико Джамбулат Кизинов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, спортсмену 18 лет, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских турниров,
представляют спортивную школу Олимпийского резерва тренеры Дзакоев, Плиев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Владислав Кривошапкин. Владиславу 24 года, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Неустроева. На ковре А полуфинальный поединок ведут в красном трико Булат Байсхалонов, в синем Александр Иванов. Счет 1-1. На ковре Б полуфинальный поединок ведут в красном трико Джамбулат Кизинов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, в синем Владислав Кривошапкин, Республика Саха-Якутия. Счет 5-0 в пользу Джамбулата Кизинова. На ковре Б остается меньше минуты. Счет 5-1 в пользу Джамбулата Кизинова. На ковре А в весовой категории до 65 килограммов чистую победу на туше одержал Булат Байсхалонов, Республика Бурятия, и выходит в финал. На ковре Б
Победу одержал Джамбулат Кизинов, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, и будет завтра бороться за первое место с Булатом Боисхалоновым. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Сайпулла Алибалатов, Республика Дагестан, Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия, Александр Балтуев, Иркутская область. Полуфинальные поединки весовой категории до 74 килограммов. На ковре А весовой категории до 74 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико Сайпулла Алибалатов, Республика Дагестан. Спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Эльдар Нажмудинов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Албан Авакумов. Албану 22 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки, тренеры Дмитриев, Макаров, ковер А. На ковре А чистую техническую победу одержал Сайпулла Алибалатов, Республика Дагестан, и выходит в финал. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико Николай Сивцев, представитель команды Республики Саха-Якутия. Спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Киревича Аммосова, тренеры Старостин, Сивцев. Тренер Николая Сивцева Александр Балтуев, Иркутская область. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Европы, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Тамир», тренер Александр Балтуев.
На ковре Б чистую техническую победу одержал Александр Балтуев, Иркутская область. И выходит в финал. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 57 килограммов. До 57 килограммов. На ковре А весовой категории до 57 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Жаргал Баяндуев. Жаргалу 20 лет, кандидат в мастера спорта.
Победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренер Нимани Маев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Любомир Ашеин. Любомиру 22 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, тренеры Макаров, Захаров, Савин. Ковер А, полуфинальный поединок весовой категории до 57 килограммов. На ковре Б полуфинальный поединок ведут в красном трико Иван Степанов. Ивану 21 год, кандидат мастера спорта, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета, тренеры Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Аял Белолюбский. Аялу 22 года, кандидат мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Капитонов, Яковлев, Белолюбский. Ковер Б. На ковре А весовой категории до 57 килограммов чистую победу на туше одержал Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия, и выходит в финал. На ковре Б весовой категории до 57 килограммов победу одержал Аял Белолюбский, Республика Саха-Якутия. Выходит в финал и будет бороться за первое место с Жаргалом Баяндуевым. Ковер А. Туше поддержал руководитель, туше не рассматривается. Челлендж отклонен. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Магомеднаби Магомедов, Республика Дагестан, Борис Гаврилев, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Алексей Евдокимов, Иркутская область, Арслан Багаев, Москва.
На ковре А весовой категории до 86 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Дагестан Магомед Наби Магомедов. Спортсмену 23 года. Кандидат в мастера спорта, серебряный призер Республики Дагестан, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Али Исхаков, Магомед Пазил Исхаков. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, 18-летний Борис Гаврильев. На ковре А чистую техническую победу одержал Магомед Наби Магомедов, Республика Дагестан, и выходит в финал. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов ведут в красном трико представитель команды Иркутской области Алексей Евдокимов. Алексею 18 лет, кандидат в мастера спорта, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва «Тамир», тренеры Баракшонов, Арбадоев, Жербаев. Его соперник в синем трико, представитель команды Москвы Арслан Багаев. Параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания. Спортсмену 19 лет, мастер спорта России, серебряный призер первенства России. Тренеры Наниев, Тухлов, Алборов. Ковер Б. Полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов. На ковре Б чистую техническую победу одержал Арслан Багаев, Москва, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Полуфинал. Приглашаются Гаджимагомед Гаджиев, Республика Дагестан, Александр Авилов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Саид Хункеров, Республика Дагестан, Яков Павлов, Оренбургская область. Полуфинал, весовая категория до 61 килограмма.
На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико представитель команды Республики Дагестан Саид Хункеров. Саиду 21 год, мастер спорта России, победитель первенства России, тренер Муса Баталов, Адам Сайтиев. Его соперник в синем трико представитель команды Оренбургской области Яков Павлов. Якову 24 года, кандидат в мастера спорта, чемпион Привольского федерального округа, тренер Виктор Волохин. Ковер Б, полуфинальный поединок весовой категории до 61 килограмма. Челлендж ковер А. Заступ красного был первее. 1 балл синему, челлендж проигран. 1 балл синему. На ковре А весовой категории до 61 килограмма полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Дагестан Гаджимагомед Гаджиев. Спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России, тренер Шамиль Амаров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Авилов. Александру 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, тренеры Яковлев, Капитонов. Ковер А, полуфинальный поединок весовой категории до 61 килограмма. На ковре Б
Чистую техническую победу одержал Саид Хункеров, Республика Дагестан, и выходит в финал. На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Александр Авелов, Республика Саха-Якутия. Выходит в финал и будет бороться за первое место с Саидом Хункеровым. На ковре А начинается полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Олег Фомин, Республика Саха-Якутия, Сергей Якимов, Иркутская область. На ковер Б приглашаются Георгий Секинаев, Московская область, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания, Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. Поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Олег Фомин. Олегу 20 лет, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства Республики Саха-Якутия, студент
Чурапчинского государственного института физкультуры и спорта, тренеры Посельский, Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Иркутской области, 18-летний Сергей Якимов. Кандидат в мастера спорта представляют спортивную школу Олимпийского резерва «Тамир», тренер Василий Ашаханов. На ковре «Б» полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико Георгий Секинаев, Московская область, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания. Спортсмену 23 года, мастер спорта России, бронзовый призер первенства России, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Калаев, Дзакоев, Гациев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Северная Осетия Алании, Заурбек Бугулов. Заурбеку 20 лет, кандидат в мастера спорта, чемпион Республики Северная Осетия Алании, представляет спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Арчегов, Дудаев, Арчегов. Ковер «Б», полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. На ковре А в красном трико Олег Фомин, в синем Сергей Якимов. Уважаемые спортсмены, любители вольной борьбы, послушайте информацию. Завтра утешительные поединки начнутся с 14:30, финальные поединки с 15 часов 00 минут. Утешительные поединки начнутся в 14:30, финалы в 3 часа дня. На ковре «Б» полуфинальный поединок ведут в красном трико Георгий Секинаев, Московская область, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания. В синем Заурбек Бугулов, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре А весовой категории до 70 килограммов чистую победу на туше одержал Олег Фомин и выходит в финал.
Утешительные поединки завтра состоятся в 14:30, финальные поединки в 15:00. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу одержал Георгий Секинаев, Московская область, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания, и выходит в финал. Будет бороться за первое место с Олегом Фоминым. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Дэвид Кабисов, Республика Северная Осетия, Алания, Андрей Бестаев, Москва. На ковре Б Никита Хабаров, Андрей Аронов, представители команды Республики Саха-Якутия. Полуфинальный поединок в супертяжелом весе. На ковре А полуфинальный поединок в супертяжелом весе до 125 килограммов ведут в красном трико Дэвид Кабисов, Республика Северная Осетия, Алания, спортсмену 18 лет, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России, представляют спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Техов Валиев. Его соперник в синем трико, представитель команды Москвы Андрей Бестаев. Андрею 19 лет, мастер спорта России, имеет параллельный зачет Республики Северная Осетия, Алании, победитель первенства Европы 2019 года. Тренеры Качиев, Джиоев, Кокоев. Ковер А. Полуфинал. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 125 килограммов ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Никита Хабаров,
Никите 22 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Некрасов, Иванов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Аронов. Андрею 23 года, мастер спорта России, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренер Сивцев. Ковер Б. Полуфинал в супертяжелом весе. На ковре Б полуфинал ведут в красном трико Никита Хабаров, в синем Андрей Аронов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре А полуфинальный поединок в весе 125 килограммов ведут в красном трико Дэвид Кабисов, Северная Осетия, Алания, в синем Андрей Бестаев, Москва, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания. Счет равный. В обоих коврах равный счет.
На ковре Б победу одержал Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал. Еще раз напоминаем, что завтра утешительные поединки состоятся в 14:30, финалы в 15:00. На ковре А победу одержал Андрей Бестаев, Москва, параллельный зачет Республика Северная Осетия, Алания, выходит в финал и будет бороться за первое место с Никитой Хабаровым. Уважаемые любители вольной борьбы, на этом первый соревновательный день пятых всероссийских соревнований по спортивной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Петра Петровича Юмшанова завершается. Завтра встречаемся в 14:30. До новых встреч!